Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня я хочу вам показать, как я вязала вот такие вот высокие носочки-следочки. Вот такая вот у меня новая моделька сегодня. Ажурные конверсы такие вот. Значит, покажу вот две пары я уже связала, сейчас пойду третью буду вязать. Прям вот, как говорят, за один вечер носочек связался. Увлекательное очень дело. Значит, вязать я сегодня буду на размер 38-39. Смотрите. Вот эта вот пара у меня 39-40. Связано все по одному расчету. Сегодняшнюю пару я буду вязать. Пряжа у меня, значит, две разных нитки, но смотрится нормально. Одни акрил 250 метров в 100 граммах. Вторая у меня остаток был, это Ализа Классик. Классическая, 280 метров с шерстью она, 280 метров в 100 граммах у нее. Поэтому вот они получились не очень большие, сейчас замеряю по подошве. А вот эти вот уже у меня всего лишь насколько? Один моток был 220 метров, а вторые 240 метров. И они вот у меня получились на пол размера, почти на размер больше. Я их примерила, в конце видео есть 20 секунд ролик, как я их примеряю. Эти тоже вчера примерила, подружка приходила, 38, у нее 39, отлично сидят. Значит, чтобы не говорили, что по подошве мало сантиметров, но они же растягиваются, вот в чем дело. Что ж нам, калоши вязать, что ли? Поэтому вот полностью тапочек у меня 23. Сейчас подтянули его, вот, растянули до 26, 25, 25 свободно. Поэтому хотите свободно, вот можете его на 37 одеть. Значит, я в процессе вязания все детальки замеряла. Высоту, что у меня вот здесь высоту получилось, все вместе 14. Ну, это по ходу дела весь мысок, ширину, высоту замеряла. Значит, если размер у вас будет меньше, вот я их уже примерила, немножко растянулись, 12 сантиметров, 24. Хотя в нерастянутом виде, когда только начинала вязать, замерила было 22 сантиметра. Значит, размер, если у вас будет меньше, я делала расчет на 38-39. Если у вас размер меньше, уменьшаем по мыску. И по объему можно набрать немножечко меньше петель. Вот так вот вам скажу. Не знаю, очень легко было вязать мне. Хотя я первый раз этот узор вязала, можно сказать. Узор очень простой, из двух рядов всего лишь состоит. Значит, спицы, какие у меня будут спицы, что еще забыла сказать. Спиц у меня будет 2,5 и номер 3. Вверх буду вязать 2,5, боковые стороны буду вязать номером 3. Потому что верх у меня объемный ажурный получился, чтобы это все было совпадало. По ходу видео это все вам там рассказала уже. Так, основное все сказала, идем вязать. На спице номер 2,5 я набираю 66 петель. Наберем 66 петель и один ряд я провяжу, одна лицевая, одна изнаночная. Можно провязать просто лицевыми. Один ряд, это без разницы. Я провяжу одну лицевую, одну изнаночную. Сейчас набираю 66 петель и провяжу один ряд. Провязала я 66 петель. Это у меня будет 24 сантиметра. Значит, если вам нужно меньше, наберите меньшее количество петель. Я каждую деталь, как я уже говорила, буду отвязывать и буду замерять в сантиметрах. Теперь у меня будет два цвета, желтый и зеленый. Сейчас первый ряд узора по изнаночной стороне я его начну. Подвязала зеленый цвет. Поехали. Первую снимаю. Все петельки провяжу двойными. В следующем ряду я эту петельку буду снимать, и она получится у нас вот удлиненная. Я ее просто захватываю и вот так вот вывожу. Свободно. Захватила, вытащила. Так провяжу все, наберу петельки зеленым до конца ряда. Провяжу, не наберу, провяжу. Получается перекрученная вот такая петля.
придерживаем. Еще раз. Все. Так, идем до конца ряда. Довязала до конца. Последняя петелька изнаночная. Я ее провязываю изнаночной. Теперь переходим на лицевую сторону. Это будет второй ряд. Первую снимаю. Так, далее первую петельку провязываю лицевой одну. Мы ее сняли, вот она у нас вытянулась немножечко. Далее следующие 6 петель снимаю, распускаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь эти 6 петель будем провязывать вместе. Беру их обратно на спицу. 6 петель провяжу вместе 6 раз лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной. Значит, провязываю вместе 6 раз. 1 лицевой, вытащила петельку, нить наперед перевела, 1 изнаночной, вытащили, опять нить назад, 1 лицевой, 1 изнаночной, так 6 раз, так 3, нить вперед 4, нить назад 5, и нить вперед последний раз 6, 6, все, сняли со спицы. Следующие 2 петли лицевые, 1 лицевая и 2 лицевая, и опять у нас идет повтор. Опять 6 петель снимаю и буду их провязывать вместе 6 раз. Так до конца ряда буду вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сняла 6. Теперь эти 6 петель провязываю. Между вот каждой вот такой вот ракушкой будет 2 лицевых петельки. 6 петель взяли. 1 лицевая, вытащили. Нить вперед, 1 изнаночная. Это я показываю медленно, а вообще это вяжется очень быстро. Я вам говорю, я за вечер носок связала. Прям хочется всеми цветами радуги перевязать. Так, вытащили 3. Опять перевела вперед. 4. У меня спица упирается в стол. Я уже меняю спицы. Те короткие, те длинные. Я такую модель на видео еще не вязала, поэтому не могу к спицам приспособиться. Так, 4 провязали. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так провязываем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. И последний 6 у нас по лицевой идет. Перекинули вперед. И вот протянули. Затянула я прямо здесь. Вот вытягиваем вот так вот. Снимаем со спицы. Опять 2 лицевых. Вытянули их. И опять снимаю 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываем вместе опять 6 петель. Еще раз провяжу. И далее самостоятельно в том же порядке до конца ряда провязываем. 6 петель провязываю вместе. 1 лицевая. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так 6 раз. Опять нить назад. Лицевой. Нить вперед, изнаночной. Нить вперед, изнаночной. Нить назад. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И последняя 6. По лицевой, нить вперед,
Ну да, это лицевая сторона у нас получается, правильно сказала. Шестую провязываю. Сняли со спицы. Все. Так вяжем до конца ряда. 2 лицевых провязали. И опять 6 петель снимаем и провязываем 6 раз. Довязали второй ряд до конца. Точно так же в конце у меня одна лицевая петелька. И кромочная, и изнаночная. Все. Узор закончен. Теперь между двумя узорами я провязываю 2 ряда лицевыми петлями белым цветом. Все петельки провязываю лицевыми. И потом у нас будет повтор только в шахматном порядке. Первую снимаю, все вяжу лицевыми. Все вот эти вот 6 петель здесь у нас. Получается 6, 2, 6, 2. Далее будем чередовать. Все вяжу лицевыми. Каждую провязываю лицевой. Довяжем до конца. И следующий ряд пройдем опять лицевыми. И потом поменяем цвет. И будет у нас все заново. Вяжем до конца лицевыми. Провязала я 4-й ряд, получается, 2 цветным у нас было и 2 белым. 4-й ряд белым. Теперь сразу подключаю новый цвет. Последнюю провяжу изнаночным новым цветом. Изнаночную, извините, кромочную провязываю тем цветом, каким у меня будет начинаться новый ряд. Теперь что я делаю дальше? Теперь все сначала. Вот как мы начинали вязать первый ряд по изнаночной стороне. Точно так же начало. Первый ряд новым цветом. Так, по 2. Опять все то же самое. Все провязываю перекрученную. Вот так, перекрученной двойной. Так, идем до конца ряда. Второй цветной ряд у нас сейчас будет идти. Смотрите, теперь буду менять в шахматном порядке. Вот у нас между ними 2 петельки было. Теперь 2. И с каждой стороны еще берем по 2. Получается 6. 6 петель. Вот эти вот мы сейчас будем снимать и провязывать 6 раз. Перед 6 2 петельки. И остается у меня 3 петли. 3 петли я сейчас буду провязывать 3 раза. Так, первую снимаю. Одну сняла, вторую, третью распустила и провяжу их 3 раза. Одна лицевая, подтянула, одна изнаночная, одна лицевая. Провязала. Следующие 2 провязываю лицевой. 2 провязала. Опять 6 петель теперь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Далее мы идем точно так же, вяжем все, как вязали первый ряд. Теперь 6 петель провязываем. 6 петель. Ой, сбивается. 6 петель вместе. Один раз вытянула ниточку. Перевела. Второй раз. И так 6 раз провязываем. 3. 4. 5. 6. Сняла со спицы. Следующие 2 петельки лицевыми. Все. Так, вяжем до конца ряда. Опять 6 петель, я их распускаю. Провязываю вместе 6 раз. Сколько я тут пересняла? 3, 5, 6.
Понятно все, я надеюсь. Так, идем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Последние опять 2 лицевых. Осталось у меня вот 3 петельки. Снимаю их. И точно так же, как в начале, 3 раза провязываю. 1 лицевой, 1 изнаночная, 1 лицевой. 1 изнаночная, 1 лицевой. Здесь можно было по 1 петельке лишнее набрать, просто провязывать лицевой. Но у меня расчет такой вот получился, поэтому последние получаются вот так вот провязанные. Так, следующий ряд у нас будут идти 2 ряда лицевыми белым. Последнюю сейчас белым цветом провяжу. Все, переходим на изнаночную сторону. Опять 2 ряда полностью провязываем белым цветом лицевыми. И начнем повтор с первого ряда зеленым цветом. Сейчас свяжем 2 ряда белыми лицевыми. 2 ряда вяжем белым. Пройдем до конца и вернемся обратно. Вяжем. Довязываем 2 ряд лицевыми белыми до конца. Перехожу на зеленый цвет, и следующий ряд начинается повтор с первого ряда у меня. Вот такой вот у нас получается. Все, теперь дальше что у нас здесь? Зеленый цвет. Сейчас все поподтягиваем, попрячем. Опять вяжем все двойными петельками, точно так же, как мы вязали первый ряд. Набираем, провязываем все зеленым цветом. Следующий ряд по 6 петель будем провязывать вместе. Идет повтор. Так будем вязать, чередовать цвета в шахматном порядке, как я уже говорила и показывала, я вяжу. Все, 2 ряда вам показала. Думаю, с этим разобрались. Теперь смотрите, что я буду делать дальше. Значит, я высоту провяжу 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз вот эти вот узором, 5 раз провяжу высоту, довяжу, замеряю высоту, ширину, и потом перейдем вот на мысок. Значит, вяжем сейчас высоту. Так, что я буду делать дальше? Смотрите, я провязала 5 раз вот узором, да. Теперь сейчас буду 2 ряда пройду лицевыми белым цветом. Сразу перейду, после 2 рядов перейду на мысок. Значит, на мысок сразу скажу, боковые части у меня будут по 20 петель, средняя часть у меня будет 26 петель, поэтому я сразу вот так вот разъединила. Теперь вот эти вот 2 нити, чтобы не обрезать, я сейчас протяну их вот к середине. Так, сейчас что мы делаем? Провязываем по узору все лицевыми белым цветом. Вот эти вот 2 ниточки я буду переплетать вот так вот. До середины их доведу, там оставлю и довяжу до конца все лицевыми. Через каждые 2 петельки вот переброшу. Так, сейчас вяжу все лицевыми до конца ряда. Так, провязала я 1 ряд белым цветом лицевыми. Белая нить вот здесь, с лицевой стороны. Эти 2 нити привела в середину. Значит, как я уже сказала, боковые стороны у нас будут по 20 петель. Средняя часть у меня будет 26 петель. Эти боковые стороны сразу можно или на нитку собрать, или взять на какую-то большую булавку, чтобы они нам не мешали. Сейчас мы будем вязать центральную часть до мизинчика. Будем вязать мысок такой длины. Так, что у меня здесь получилось? Так, да, и 24 я говорила, но было 24, сейчас 22. Видимо, немножечко в растянутом состоянии, когда довязался весь мысок, ой, весь носок, 22. Хотя я мерила, вот с манекена снимала, было 24. Значит, так, высоту
высоту. Как же тут померить? Тут выемки такие вот идут, ну, в среднем высоту 7 сантиметров у меня в среднем высоту. Хотите повыше, можете провязать еще немножечко повыше. Так, теперь что буду делать дальше? Вяжем среднюю часть. Так. Значит, первую спицу провязываю все лицевыми, вторую провязываю тоже все лицевыми, последнюю не провязываем. Развернемся и по изнаночной стороне начнем вязать узор. Первый ряд. Первые 2 спицы сейчас провязываем белым цветом лицевыми. Так, вяжем. Довязываю вторую спицу до конца. Следующий ряд у меня будет идти желтым цветом. Вверх я закончила зеленым, значит, продолжаю чередовать ряды. Так, последняя петелька. Так, здесь можно сразу 2 подвязать. Так, перехожу на изнаночную сторону. Вяжу все желтым цветом, набираем, провязываем по двойной петельке. Точно так же, как мы вязали в предыдущих рядах. Так, желтый цвет у меня. Поехали. Первый ряд. Набираем все. Провязываю так 26 петель. Перешли на лицевую сторону, провязали. Так, теперь здесь у нас немножечко узор собьется. Сейчас мы его посчитаем. Вот 2 средних петельки. К ним добавляем по 2 с каждой стороны. Получается 6. Эти 6 петель мы будем сейчас провязывать вместе. Что у нас остается? 2 петли у нас остается. Кромочная. Еще одна петелька. Значит, первый ряд на мыске. Первую снимаю. Одну провязываю. Далее 6 петель снимаю. Сбрасываю их. Переношу обратно на спицу. И все 6 петель провязываю. Так, 3, 3, 6 петель. Все. 1. 2. 3. Провязываем 6 раз. Лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной. Шестая. Сбросили со спицы. Что это тут петелька? Следующие 2 провязали лицевой. Опять 6 петель. Точно так же все сделаем. Распускаю эти 6 петель и провязываю 6 раз лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной. 3. 3. Провязываем опять 6 раз их. Вот они. Так, идем до конца ряда. Так, провязала до конца ряда. Значит, вот у меня получилось 3 вот этих вот, как их назвать, они мне мидии напоминают, 3 ракушки. Так, снимаю со спицы. И последняя вот у меня лицевая одна и кромочная. Следующие у нас 2 ряда будут идти белым цветом по узору. Провязываю ее белым цветом. Так. Перешли на изнаночную сторону. Теперь 2 ряда вяжем белым цветом. Далее будет у нас зеленым повтор идти. Сейчас провязываем 2 ряда все лицевыми.
26 петель провяжу все лицевыми. Узор повторяется. Вяжем все лицевыми. Изнаночную лицевую сторону провязываем. Здесь подтягиваем. Провязала второй ряд белым, закончила вязать. Переходим на изнаночную сторону. Зеленый цвет далее у меня за желтым идет. И все, продолжаем вязать точно так же, как вязали в самом начале. Теперь первую снимаю. Теперь идем двойные петельки провязываем зеленым цветом. Все провязываем двойными. До конца. Довязываю ряд до конца. Изнаночная. Теперь перешли опять на лицевую сторону. Первую снимаем. Так, что у нас здесь получается? Это будет 6 петель, это будет 2 петельки, 3 петельки. Так, первые 3 петли снимаю, распускаю. 1, 2, 3. 3 петли провязываю 3 раза. 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая. Вытащили. Сняла. Далее что у нас идет? 2 лицевых. Теперь 6 изнаночных, 6 петель провязываем вместе. Вот 2 у нас посередине, смотрите. Вот 2 посередине. И 2 мы берем по краям. Получается у нас это в шахматном порядке. Так, 6 петель. Снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязываю вместе 6 раз. Еще раз повторю это все. Вот они 6 петель. Лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной провязываем вместе. Вытягиваем, вот насколько вытянулась, чтобы все были одинаковые. Перевела вперед. Теперь изнаночной вытянула. Опять провязали все 6 петель лицевой. Вытянули. Опять перевели вперед изнаночной. И так 6 раз. 4. Так, 5. 6. Все. Далее 2 лицевых и опять повтор. Опять 6 петель сбрасываем, провязываем все 6 петель лицевыми. Все точно так же заканчиваем ряд, точно так же, как и начинали. Значит, будем вязать до самого мизинчика, как я уже говорила. Я вот довяжу, провяжу всего. Вверху у меня было 5 узоров, здесь у меня сейчас будет 10. Всего у меня от верха 15 раз я этот узор провязала, вот от самого верха. Значит, 5 верхняя часть и 10 по мыску. Довяжу до конца, замерю эту часть в сантиметрах, потом перейду на белый цвет, и сам мысок я буду делать убавки в начале и в конце ряда. Значит, сейчас провяжем нужную нам длину. Я к вам вернусь и будем убавлять мысок. Так, я провязала 10 узоров в высоту, 10 раз в сантиметрах. Вот от уголка это будет 12,5 сантиметров у меня. Что у меня получилось в ширину? Ширину 8, чуть-чуть больше, 8 сантиметров. Теперь после узора 2 ряда провязала лицевыми петельками по изнаночной стороне. В каждом изнаночном, то есть ряду, я буду убавлять по одной петельке с каждой стороны. Так, первую снимаю. Одну провяжу лицевой, следующие 2 провязываю вместе лицевой. Далее вяжу все лицевыми до конца ряда.
не довязывая 3 петелек, 2 буду закрывать. Вяжем до конца. Так, 1, 2, 4 петельки, я сказала 3. Так, 2 петельки вот эти вот сейчас будем закрывать. 2 вместе провязала. 1 лицевая и кромочная, изнаночная. Перешли на лицевую сторону. Здесь вяжем без изменений. Все вяжу лицевыми. Первую снимаю, дальше все провязываю лицевыми по изнаночной стороне. По 2 петельки с изнанки буду убавлять в каждом изнаночном ряду. То есть, значит, буду делать убавки, пока у меня на спице не останется 14 петель. Останется 14 петель. Я к вам сейчас вернусь, довяжу до 14 и будем обвязывать весь следок. Следок, носок. Так, вяжем, убавляем петли. Закончила я делать убавки по мыску. По изнаночной стороне я сделала последние убавки. У меня на спице 14 петель. Нить обрезала. Теперь сюда подвязала новую нить. И сейчас с этой стороны я буду набирать петли и обвязывать весь следок. Так, сейчас что-то тут у меня запуталось. Сюда. А что я еще хотела сказать? Смотрите, я буду набирать на круговые спицы. У нас узор получился вот такой вот объемный. Обвязывать я буду все лицевыми петлями, платочной вязкой. Она немножечко стягивает. Поэтому можно всю вот эту вот обвязку, далее можно перейти на спицы на полномера больше. Я вязала спицами номер 2,5, сейчас можно перейти на спицы номер 3, чтобы сильно не стягивало. Но если вы вяжете свободно, не очень плотно, тогда можно продолжать на тех же самых спицах вязать, а так перейти на спицы на полномера больше. Так, продолжаем. Так, что у нас здесь? Значит, вот этот вот уголочек между этими двумя частями я наберу пару петелек лишних, чтобы здесь не было никаких у нас дырочек. Можно 1 петельку, но я наберу 2. Так, 1 и еще 1. Теперь далее под каждой вот боковой крайней кромочной петелькой я буду набирать 1 петельку, вытаскивать. Всего у меня вот по боковой стороне получится 20 петель, по мыску 6 петель, 14 петель я провяжу и точно так же наберу с этой стороны. Так, набираю петельки. Сейчас наберу все полностью петли до конца. Обратно вернусь все лицевыми 1 ряд. Так, с этим вроде бы понятно, да? Набираем петли. Прошла я 1 ряд белым цветом. Теперь подвязываю желтый цвет. И что я сделаю дальше? Опять все лицевыми. 2 ряда провяжу желтым. И еще 4 ряда провяжу лицевыми петлями белым цветом. Далее я сделаю укороченные ряды с боковой стороны. Потом перейду на подошву. Значит, сейчас провяжем самостоятельно 2 ряда желтым цветом и 4 ряда белым. Я к вам вернусь и будем делать вот эти вот укороченные ряды по боковой части. Значит, что я сделала дальше? Я провязала лицевыми петлями обвязку. 1,5 сантиметра у меня получилось. Теперь с каждой стороны я буду делать укороченные ряды 4 раза. Сделаю 4 укороченных ряда. Вот такой вот каблучок у меня будет. Так, с лицевой стороны сейчас спицы подтянем. Значит, 4 раза буду возвращаться, в каждом ряду добавлять по 3 петельки. 17 петель провяжу, потом 20, 23 и 26. Потом довяжу до второй половины и точно так же сделаю с этой стороны. Сейчас провязываю 17 петель и возвращаюсь обратно. 17 петель вяжу лицевыми. Вы опять же ориентируйтесь по своему размеру. Может быть, вам достаточно будет всего лишь пару рядов укороченных провязать.
Я вот на свой размер все примерила. Все хорошо сидит. Так, провязываю 17 петель. Так, 17 петель провязала. Нить перевела вперед. Следующую петельку обматываю ниточкой. Опять вперед завела, обмотала, развернулась наизнанку, немножечко подтянула. И продолжаю вязать лицевыми петлями. Идем до конца ряда, сейчас провязываем. Точно так же следующий ряд провяжу на 3 петли больше. Опять вернусь обратно. И так каждый ряд. Так, перешли на лицевую сторону. Теперь следующий ряд провязываю 20 петель, на 3 петельки больше. Опять все точно так же вяжем лицевыми. Так, 17 провязала, и еще 3. Увеличиваю на 3 петли. Опять нить перевела вперед. Следующую петельку сняла. Обратно на спицу. И опять нить вперед. Все. Развернулась. Опять провязываю до конца. И дальше опять по лицевой стороне точно так же провяжу. Всего я провяжу 26 петель. Значит, сейчас провяжу 26 петель. Вернусь вперед и обратно. В следующий ряд провяжу все лицевыми, дойдем до этой стороны и будем точно так же вязать по изнанке. Закончила я делать укороченные ряды. Один ряд прошла до конца лицевыми петлями. Теперь будем делать с изнаночной стороны. Значит, по высоте эти ряды у меня получились вот чуть больше 2,5 сантиметров. Если размер маленький, можно в длину немножко меньше сделать и высоту. Если большой, соответственно, увеличить. Даже вам могу замерить сколько сантиметров по длине эти ряды у меня укороченные. Вот 8,5 с хвостиком. Значит, теперь перешли на изнаночную сторону. По лицевой мы провязали один ряд лицевыми после укороченных рядов. По изнаночной стороне опять провязываю первые 17 петель все лицевыми. Вяжу 17 петель. Опять же, у вас, если размер другой и пряжа может быть другая, поэтому количество петель у вас может быть меняться. Так, последнюю петельку провязала. Опять делаю все то же самое. Нить перевяжу вперед, обматываю следующую петельку. И опять нить вперед. Перехожу на лицевую сторону, подтянула. Все провязываю лицевыми. Опять я все вяжу лицевыми. Следующий ряд точно так же добавляю по 3 петельки. Взад вперед 26 петель провяжу. После того, как закончу делать укороченные ряды, я провяжу еще пару рядов, но там я к вам вернусь. Подниму петли с боковой стороны еще. Так что сейчас заканчиваем делать укороченные ряды. Опять перешли на лицевую сторону. В первом ряду провязывала 17, теперь я провязываю 20. 17, вот она. 18, 19, 20. Опять добавляю, перевожу нить вперед. 3 петельки добавила, увеличила на 3 петельки я всего лишь. Все, нить опять назад. И продолжаю вязать лицевыми. Так, заканчиваем с укороченными рядами. Провяжем еще пару рядов лицевыми. Опять же, ориентируйтесь по своей высоте, по своей полноте ноги. И дальше перейдем сейчас на подошву. Боковые стороны сделаю с вами вместе. И будем вязать подошву. Далее, в предпоследнем ряду, смотрите, по зубчикам, если подсчитать, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зубчиков. У меня будет всего 8 зубчиков в высоту. Значит, в предпоследнем ряду я вот дошла до конца. Сейчас наберу здесь петельки и вернусь обратно все лицевыми. И точно так же сделаю со второй стороны. Так, здесь первую вытащу вот.
Захватываю ниточку, вытягиваю. Так, внимательно, чтобы вот это вот белые части, чтобы было с каждой стороны одинаковое количество петель. Чтобы потом вот эти вот полоски, когда будем закрывать задник, чтобы это все совпало. Поэтому просчитывайте. Значит, набираем петли до конца. У меня получилось 22 петли. И обратно вернемся все лицевыми. Наберем петли, вернемся все полностью, всю обвязку лицевыми, дойдем до этой стороны и точно так же будем набирать с этой стороны. Набрали петли по правой стороне, провязали по изнанке лицевыми, полностью прошли весь ряд лицевыми, перешли на вторую сторону и точно так же набираю с этой стороны. Только уже по лицевой стороне я провяжу все изнаночными. Провяжу изнаночными, обрежу нить и перейду к подошве. Набираем петли, провязываем обратно изнаночными по лицевой стороне. Набрали петли и провязываем изнаночными все до конца. Так, все. Здесь сейчас я нить обрежу. Сразу ее можно закрепить. Теперь спицы переведем. Значит, сейчас переходим на подошву. Я начну вязать с 12 петель. Немножечко буду расширять. Значит, сейчас спицы на вот эту вот спицу, которой вязали боковую часть, перенесем все петли, оставим на подошву по мыску 12 петель. С этой спицы перенесу все петли на вот эту вот, переведу спицы. Так, положила я на спицу 12 средних петель, подвязала ниточку. Теперь, ой, тут прям у меня огород нагорожен. Провязываю 12 петель, опять я буду все вязать лицевыми петлями, платочной вязкой. Первые 12 петель провязываю все лицевыми. До конца все провязываем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, разворачиваюсь. И обратно по изнаночной стороне вяжу все лицевыми и одну петельку буду добавлять с боковой спицы. Буду расширять подошву. Я расширю до 18 петель. Ориентируйтесь по своей ноге, по полноте. Может быть, вам на 2 петельки нужно будет меньше провязать. Ну, если размер большой, может быть больше. Так, вяжем до конца. Последнюю провязала. Одну петельку добавила. Развернулись. Опять все провязываю до конца лицевыми. Одну добавляю с боковой спицы. Значит, смотрите. Так я буду вот расширять. Потом буду соединять по методу пятки по 2. Сейчас сразу вам скажу, сколько она у меня получилась в сантиметрах. Вот 6,5 сантиметров. Не широкая, потому что у меня номер спиц 2,5 и пряжа не толстая, поэтому у меня 18 петель. Так, провязываем сейчас все опять лицевыми и одну добавляем. Последнюю провязываем. Одну добавили. Подтянули, развернулись и опять провязываем все лицевыми, добавляем одну петельку. Значит, вяжем, расширяем подошву. Расширила подошву. Далее соединяю
Последние петельки, одну петельку соединяю с петелькой с боковой спицы по изнаночной стороне, 2 вместе провязываю лицевой, перехожу на лицевую сторону, опять все провязываю лицевыми, и последние 2 петельки по лицевой стороне я буду соединять изнаночной петлей. Вяжу все лицевыми, плотненько, не растягивая, вяжем. Пришла в конец ряда, последнюю петельку по лицевой стороне провязываю 2 вместе, изнаночной соединяю. Соединила все. Так я провяжу всю подошву. Значит, что я буду делать дальше? Сейчас, чтобы не соскочили здесь. Такой мыс у меня вырисовывается. Вот так вот. Так, это отложу пока. На готовом сейчас вам расскажу. На готовом ботинке покажу. Смотрите. Значит, сейчас мы вяжем подошву. Соединяем все петельки до конца. У меня 18 петель. Не довязывая 6 рядов, вот поставьте здесь, где боковую сторону закончили, поставьте сразу маркер. Вот сколько вы петелек набрали на боковую сторону, отделите его от петель подошвы. Не довязывая 6 петель, я начну делать убавки. У меня 18. По каждой стороне я буду убавлять по одной петельке и убавлю до 6 петелек. Вот оставлю и буду провязывать вот такую вот полосу, соединять вот эти вот 2 части. Вот так вот убавлю и перейду и кверху вот так соединю и провяжу вот такой вот хвостик. Значит, сейчас вяжу, не довязывая 6 петелек. Я к вам вернусь и провяжем вот эту вот часть. Так, провязала я подошву. Сейчас буду убавлять петли на пятку. Девочки, хочу внести поправку. Я когда вот этот вот каблучок отвязала, сказала вам, что у меня 8 зубчиков. Обсчиталась, у меня 9 зубчиков. Ну, белый цвет, и вот быстренько-быстренько у меня 9 зубчиков, а не 8. Но, опять же, может быть, у вас будет еще меньше. Думаю, ну, скажу. Уже провязала много, потом глянула, что-то не то, давай пересчитывать. Ой, ну, уже видео переделывать не стала, потому что много было отснято. Так, теперь, сейчас я буду убавлять с каждой стороны по одной петельке. Убавлю до 6 петель. И 6 петель потом буду соединять вот эти вот 2 боковушки. Так, первую снимаю, 2 петельки провязываю вместе, убавки буду делать по лицевой стороне, по изнаночной буду провязывать без убавок, только по лицевой стороне. Так, вяжу до конца ряда и точно так же убавлю в конце ряда. Осталось у меня 3 петли, 2 провязываю вместе. Последняя кромочная соединяю с петелькой с боковой спицы. Все точно так же, как вязала подошву, только убавки делаю. Все, перешли на изнаночную сторону, вяжем все лицевыми, закрываем боковые петельки, соединяем по лицевой стороне, делаю убавку. Убавлю до 6 петель, вернусь, провяжем вот эту вот часть. Так, убавила я петли, вот так вот, пятка. Теперь продолжаю вязать на 6 петлях. Закрываю все вот эти вот оставшиеся с двух сторон петельки. Точно так же, как мы вязали пятку, подошву. Продолжаю закрывать вот эту вот часть. Соединяю, довяжу до самой последней. И потом провяжем хвостик сантиметра 4-5 в высоту. Все точно так же лицевыми. И крайние 2 плотненько изнаночной. Так, здесь следим, вот желтая полоса, здесь у меня опять 3 осталось. Сейчас здесь это закроется и тоже будет 3 петельки. Чтобы это все у нас совпадало. Так, заканчиваем, соединяем вот эти вот все петли, провязываем. И по изнанке точно так же вот 1 петелька и 2, 2 вместе провязала лицевой. Вяжем до конца. Провязала до конца все петли
не закрывая, продолжаю вязать вот такую вот полосочку. Все тоже лицевыми петельками. Последняя изнаночная. Сейчас довяжу до конца и примонтируем ее. У меня даже была такая мысль сделать ее длинную, перегнуть и полностью ее вот так вот до самого низа, до самой пятки приметать. И тогда получился бы у нас задник такой вот более уплотненный. Ну это при желании. Так, смотрите, что я сделала. Все, перегибаем вот так вот. Главное, чтобы они были одинаковые. Так, и теперь вот... Аккуратненько вот это все разравниваем, чтобы она не перекосилась. Можно иголкой. Я вот одну петельку со спицы, одну петельку буду подхватывать с ряда. И так вот поприхватываю их. А можно просто иголочкой. Так вот приметаем. Так, сейчас самую первую с боковой стороны подхватила. Да, вот под каждую дужку. Самое простое, что можно сделать. Так, и все. Теперь вот этим хвостиком приметаем. Вот здесь уже такие подробности показывать не буду. Вот закрепим вот эти вот уголочки, чтобы оно это все дело хорошо держалось. Вот так вот получается. Все, девочки, на этом сегодня все. Пойдем мы его сейчас немножечко отмочим, приведем в божеский вид. Вот такой носочек получился у нас домашний. Вот такие вот. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем мира и добра. Пока-пока. Вот уже вторую пару я связала. Они немножечко на полразмера получились больше. 39-40 это у меня. Вот примерила. Расчеты все такие же самые. Вот такая вот красота получилась. Так что советую связать. Всем легких петелек. Пока-пока.